Здравствуйте! Вы на канале НПЦ Эра, и это третье видео о локационной системе Digitrack Eclipse. В предыдущих мы рассказали о настройках системы и о ее калибровке. Ссылки на них внизу в описании. В этом видео покажем, как работать с этой системой, находить точки, определять местоположение и глубину зонда. Расскажем, как пользоваться функцией бурения в цель и что означают показания в режиме локации. Начнем с того, что кратко объясним общие принципы для тех, кто не имеет опыта в локации. Во время работы зонд, установленный в буровой инструмент, передает информацию на локатор с помощью электромагнитного поля. В этом поле локатор находит две контрольные точки и линию позиционирования. Иногда ее называют линией локации. По ним локаторщик определяет местоположение и направление зонда. Разобраться с тем, что это за точки и как ими пользоваться, нам поможет схема. Представим зонд под землей. Излучаемый им сигнал позволяет найти две точки на поверхности, ориентируясь на которые можно определить его точное местоположение и направление. Первая точка по ходу движения от машины располагается позади от зонда и называется задней точкой позиционирования. Вторая точка располагается дальше зонда и называется передней точкой позиционирования. Между ними располагается линия позиционирования, проходящая перпендикулярно зонду. Отрезок, соединяющий две точки позиционирования, покажет нам направление зонда. Расстояние между точками и линией позиционирования зависит от глубины и угла наклона зонда. Чем глубже находится зонд, тем больше расстояние между точками. Если зонд расположен горизонтально, линия позиционирования зонда будет пересекать отрезок между точками точно по центру, а зонд при этом будет располагаться прямо под их пересечением. При отрицательном угле наклона зонда, то есть заглублении, линия позиционирования будет ближе к задней точке. При положительном угле, при подъеме, наоборот, к передней. Чтобы понять, где находится зонд, нам нужно найти две эти точки. Затем, двигаясь по прямой между ними, найти линию локации. Зонд будет под пересечением линии локации с отрезками между точками позиционирования. Как это выглядит на практике? Включаем локатор и переходим в режим локации. Держим его прямо и идем от буровой вперед по трассе. В центре экрана видим значок локатора. Вид сверху. По ходу движения на экране должен появиться круглый значок метки. Это и есть задняя точка. Двигаемся так, чтобы поймать ее в окошко локатора в центре. Если она наверху экрана, значит она впереди. Если слева, то нужно сместиться левее. Графическая индикация сделала поиск точек намного более простым процессом, чем в работе с локацией Mark III. Стоя над задней точкой, зажимаем кнопку локатора на секунду, чтобы зафиксировать ее. При этом внизу экрана над индикатором заряда батареи зонда должна появиться буква R. Ставим в этом месте конус или отмечаем любым другим удобным способом. Двигаемся дальше по трассе. Задняя точка остается позади и уходит по экрану вниз. Следующая отметка – линия позиционирования. Она выглядит на экране как полоса. Пропускаем ее и идем дальше к передней точке, чтобы убедиться, что не ушли в сторону. Ловим переднюю точку в окошко локатора, так же как ловили заднюю, и ставим конус. Движемся в направлении задней точки по прямой, пока снова не увидим линию локации. Она должна пересекать отрезок между точками под прямым углом. Ловим ее в прицел на экране, выравнивая по горизонтали. Теперь мы стоим прямо над зондом. Тут можно определить глубину буровой головы. Для этого нажимаем на кнопку под ручкой локатора. Локатор Eclipse показывает расстояние до зонда только в точках позиционирования или на линии локации. Важно понимать, что глубина будет точной только при замере с поверхности Земли, прямо над зондом. Если нажать кнопку локатора в передней точке, на экране появится прогнозируемая глубина. Это глубина, на которой окажется зонд, когда будет проходить под передней точкой. Также на экране показано расстояние, которое он при этом пройдет. В задней точке система тоже покажет прогнозируемую глубину, но эта информация будет неверной. Для удобства мы расписали весь алгоритм поиска зонда. Он сейчас перед вами. Альтернативный способ использования локаций – функция бурения в цель.
Она работает так. Мы уходим вперед по трассе, ставим локатор на землю, над точкой, в которую хотим попасть, и задаем глубину этой точки. Локатор становится ориентиром, а точка под ним целью. Дальше процессом управляет только оператор на буровой установке. Он видит на повторителе цель и бурит, направляясь в нее. У этой функции есть ограничение. Расстояние от цели до зонда по горизонтали не должно превышать 10 метров. Что еще необходимо знать при бурении в цель? Во-первых, не должно быть сильных перепадов рельефа. Во-вторых, цель должна быть достижимой и учитывать ограничения радиусов изгиба буровых штанг. В-третьих, не используйте бурение в цель, если вы работаете в двухчастотном режиме с основной низкой частотой DL. Если ваша цель находится в допустимых пределах, нужно задать глубину на локаторе. Для этого переходим из главного меню в настройки, выбираем пункт Target и жмем на кнопку. Устанавливаем глубину в метрах джойстиком и еще раз нажимаем кнопку. Чтобы отключить этот режим, задаем нулевую глубину. Когда глубина определена, на экране локации рядом с номером канала телеметрии появится буква Т. Устанавливаем локатор над целевой точкой, задней стороной к буровой машине. После этого на повторителе включаем режим дистанционной связи, и он переключается на экран бурения в цель. На нем мы видим черную отметку. Это наша буровая голова, если смотреть по ходу ее движения. Ее уголок показывает, куда направлена лопатка. Центральное перекрестие – это направление на точку. Внизу слева показано расстояние до цели по горизонтали, а справа по глубине. Задача сводится к тому, чтобы направить угол отметки к центру и привести туда саму отметку. Для тех из вас, кто еще не знает, что означают остальные показания, которые видны на экране локации, переходим к завершающей части этого видео. Слева вверху видим угол продольного наклона. Он показывает, направлен ли буровой инструмент вверх или вниз. Как правило, он отображается в процентах. 0 означает, что зонд расположен горизонтально. 100% означает, что зонд направлен вверх под углом 45 градусов. Отрицательная величина говорит о направлении зонда вниз. Проценты используются чаще, потому что по ним удобнее считать изменение глубины. Плюс 30% означает, что за один пройденный метр буровая колонна поднимется на 30 сантиметров. Минус 20% означает, что буровая колонна заглубится на 20 сантиметров через 1 метр. Рассмотрим ситуацию, когда у нас глубина 3,5 метра и уклон 0%. Длина штанги равна 3 метрам, а до выходного котлована осталось 9 метров. И выйти нам нужно на глубине в 1,5 метра. Значит, нам на оставшихся 9 метрах нужно подняться еще на 2 метра. Это примерно 22 сантиметра подъема на каждый метр. То есть нужный угол уклона составляет 22%. Но сразу задавать такой угол нежелательно, так как при его резком изменении резьбы штанг могут не выдержать нагрузки. Поэтому предпочтительней сперва подняться на 10%, затем до 20% и на последней штанге до 30%. Далее вверху справа часы. Они показывают положение буровой лопатки, если смотреть по ходу движения буровой головы, и нужны для маневрирования. 12 обозначает, что лопатка направлена строго вверх, 6 вниз, 3 направо, 9 налево. В этом направлении будет двигаться буровой инструмент при задавливании. Под часами видим индикатор приема данных. Под ним сила сигнала зонда. Слева по центру температура зонда. Локаторщик должен следить, чтобы не перегреть его и не вывести из строя. В локатор и в повторитель встроены динамики, которые подают звуковые сигналы по мере повышения температуры зонда, чтобы предупредить его перегрев. Мы сняли 2 видео о перегреве. Посмотрите по ссылке в описании, если интересно. Про режим работы системы и канала телеметрии мы говорили в предыдущих видео. И наконец, с нажатой кнопкой видим внизу уровень заряда аккумулятора и батареи зонда. Надеемся, что наши видео оказались полезными для вас. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по этой или любой другой системе, звоните и пишите нам. Мы всегда рады вам помочь.